Привет зрителям технического канала. У нас сегодня на ремонті самсунговський пилосос 1800 Вт. Значить, цікава така поломка в тому, що гудить, але не вращається. Дивіться. Так, если мы... Я его чуть-чуть разобрал, конечно. Посмотрим вот здесь через засасывающее отверстие входное. То мы смотрим, во-первых, турбинка вот здесь уже смещена, выглядывает. Если по всем другим, по всей другой окружности, то она не выглядывает. И турбинку прокрутить невозможно. Поэтому давайте разберем. Получим доступ к двигателю, посмотрим, какая причина, почему он так в заклинившем состоянии остался. Так, а вот и движочек наш. Уже в руках. Так, что у нас? Состояние коллектора. Еще, в принципе, удовлетворительное. Что... Давай, снимай. О, ты прикипела тут. Ладно, чтобы не разбирать пока весь двигатель, разберем вот эту верхнюю крышечку. Может быть, здесь турбину вообще поломала вот так вот. Именно в Samsung. Samsung я люблю. Доступные цены по запчастям. Разбираемость. Не то, что нам там Филмер. Ой, Philips Zelmer. Так, сбиваем ее вот так. Раз. Бах. Бах. Вот вам причина заклинившего двигателя. Здесь разорвало просто на окнарь турбинку. Ох, и вонючая пыль, этот, я не знаю, 33 роки стояв цей двигун. Так, ну що, мені кажется, що тут двигун ще цілий. Надо... О, дивіться. Вращається. Ми навіть можемо зараз підкинути сюди проводочки і побачимо, що він працює, не працює. Підключаємо к електросеті. Так, не, ребята, это уже такой, надолго работы этого не хватит. Видите сами, что он искрит. Его чуть-чуть подпалили. Пытались включить, когда заклинила турбинка. Поэтому, чтобы дать владельцу гарантию, будем ставить новый. Если бы он работал адекватно, не искрил, искрит, значит будет греться. Вон, видите, уже такие задиры. Вон, видите, такие рысочки, задиры. Так что двигатель под замену. Новый двигатель получен. Имеет на борту, несет 1500 Вт. Тяжеленький. Так. А теперь смотрите. Вот выходной фильтр. Он просто на ухнарь забитый. Здесь прохождение воздуха было нулевое. Скорее всего, что это шпаклевка. Настолько мелкая фракция. Запомните, ребята, пользователи пылесосов, владельцы. Строительную пыль ни в коем нельзя пылесосить и категорически шпаклевку, потому что настолько мелкая фракция. Она даже через фильтр проходит первоначально, а потом все равно залепляет все эти соты. И получается движок просто задыхается, поэтому выходит из строя. Ну, здесь чисто механически, конечно, увалило турбинку. Но здесь все красивая турбиночка. Сейчас поставим, запустим. А спросите, есть ли резон менять двигатель? Лучше купить новый пылесос. Ну, в данном случае есть резон, потому что это старая модель. И на борту несет 1500 Вт. Все современные, максимум потолок 750 Вт. А силу всасывания то нужно как-то иметь ту же самую, как и на старых моделях. Все достигается тем, что на двигателе, двигатель в 3 раза, ну где-то в 2 раза меньше точно будет. Так обороты, нужно увеличить обороты. Достигает это увеличением оборотов. Вследствие чего выходит из строя быстрее подшипники. Вот так вот. Так что лучше восстановить старый. Пылесос полностью очищен. Фильтр вот такой сейчас имеет вид. Продутый. А теперь можно заниматься установкой двигателя. Тестируем.
Отлично, тихонько работает, сила всасывания тоже отличная. Все, у нас положительный результат по ремонту.